Приветствую всех на канале Моторный Лайф. Столица– это статус, который оставляет отпечаток на любом городе. Когда поселение становится центром государства, будь то Великая Империя или город-страна, это навсегда меняет его. Столицы всегда манили к себе людей, которые не переставали туда ехать и тем самым развивать их. Но знаем ли мы, сколько в Украине было столиц? Какие города могут похвастаться славой стольных градов? На самом деле их было значительно больше, чем мы себе можем представить. Какие-то были дольше, как Киев или казацкие столицы, какие-то всего лишь 2 дня, как, например, Закарпатский Хуст. Но они все равно вошли в историю нашей страны, и мы можем в этом убедиться воочию. Киев. История города насчитывает почти 1500 лет, за которую он успел побыть столицей одного из крупнейших государств средневековой Европы и простым провинциальным городом. Киев по-настоящему первая столица Украины. Представьте себе, согласно летописи, он стал столицей еще в 882 году и пробыл нею вплоть до 1240 года, когда был разрушен монголами. Потом его ждали почти 700 лет упадка, пока в 1917 году он становится столицей Украинской Народной Республики, которой пробыл с переменным успехом до 1919 года. А с 1991, как известно, это столица Украины. Киев – первая столица Украины. Хотя такое утверждение может оскорблять харьковчан, которые гордятся тем фактом, что именно их город является первой столицей. До этого в стране было еще с десяток столиц, а Харьков стал первой столицей УССР и пробыл ею до 1934 года, пока столицу не перенесли в Киев. Хотя центр слобожанщины носил статус столицы недолго, но по сегодняшний день город остается вторым после Киева как по количеству населения, так и по значению, а по числу вузов и студентов его можно назвать студенческой столицей Украины. А многострадальный Купянск был третьей столицей Украины. Такой статус он получил во время Второй мировой войны, когда на время стал административным центром области. На обломках Австро-Венгерской империи появилась Западно-Украинская Народная Республика со столицей во Львове. На всех дипломатических встречах отмечалось, что столицей является именно Львов. Еще в 1256 году он был столицей Галицко-Волынского княжества, а с 1775 года столица Королевства Галиции. После распада Австро-Венгрии был столицей Западной Украинской Народной Республики. В период существования ЗУНР статус столицы переходил от города к городу, и одним из таких городов был Тернополь. Сюда переехало правительство после захвата Львова польскими войсками. Кстати, после обретения украинской независимости Тернополь получил особый статус. В 2020 году он был признан молодежной столицей Украины. Ивано-Франковск стал следующим городом после Тернополя, которому перешел статус столицы Западной Украинской Народной Республики. Тогда он назывался Станиславов. В одном из его отелей состоялось важное событие – принятие акта объединения Украинской Народной Республики и Западной Украинской Народной Республики. Здание отеля сохранилось, но не в первоначальном виде. Мало кто знает, но в 1918 году была провозглашена не только Западная Украинская Народная Республика, но и небольшая Гуцульская Республика в пределах Раховского района Закарпатской области. Просуществовало государство недолго, меньше года, где-то около 7 месяцев. Но это время навсегда запечатлелось в истории края.
Столицей стало немаленькое село Ясеня. Руководители государства собирались войти в состав ЗУНР, а следовательно и УНР, и создать единую страну от Сана до Дона, но не удалось. Ясеня – единственный город в Украине, где вы можете легко встретить людей, которые будут хвастаться, что они являются родственниками или потомками министров и президентов. Не удивляйтесь этому, они правы. В Ясенях все всем родственники. Украинская Народная Рада, руководящий орган Гуцульской республики, находился в здании теперешней гостиницы Эдельвейс, которая хорошо сохранилась по сегодняшний день. Закарпатье богато на столицы. В 1939 году была провозглашена Карпатская Украина со столицей в небольшом уютном городе Хуст, в котором в то время кипела бурная жизнь. Государство просуществовало всего несколько дней, но вошло в историю. На самом деле Хуст был столицей совсем не один день, как об этом говорят, а был ею с октября 1938 года, когда Подкарпатская Русь получила автономию в составе Чехословакии. Почему Хуст? Потому что Ужгород и Мукачево были аннексированы на тот момент Венгрией, и крупнейшим городом остался Хуст. Неужели на нашей территории не существовало столиц со времени разрушения Киева вплоть до провозглашения независимости Украинской Народной Республики в 1917 году? Конечно, существовали. И то немало. Пожалуй, самой известной из них был Чигирин, столица казацкого государства времен Богдана Хмельницкого. Он пробыл столицей с 1648 по 1676 годы, но, к сожалению, был неоднократно разрушен то турками, то московитами. Уже во времена независимости в городке отстроили дворец и частично замок, в котором жили гетманы. Понятие столицы во времена гетманства было очень размытое. Часто означало резиденцию самого гетмана. В частности, Иван Мазепа выбрал себе столицу Батурин. После печально известных событий войны со шведами и Полтавской битвы город был разрушен войсками Петра I. Из всего города уцелел только дом генерального судьи Кочубея. Как и в Чигирине, за времена независимости его в значительной степени восстановили, и теперь мы можем увидеть воочию, как выглядела столица Украины 300 лет назад. На нашем канале есть отдельное видео про город Батурин, обязательно посмотрите. Ссылка на видео про Батурин в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. После разрушения Батурина столицу гетманщины перенесли в город Глухов. Что важно, городок действительно был столицей. В нем располагались все чиновничьи и властные учреждения того времени. Гетман имел свою резиденцию. Город стал центром культурной жизни, о музыкальных дарованиях местных жителей слава ушла далеко миром. Но после отмены гетманщины Глухов со временем превратился в привычный провинциальный городок. Гуляй-Поле. До 1938 года Гуляй-Поле было селом, в котором родился Нестор Махно. Этот революционер провозгласил село центром повстанческого движения, из-за чего Гуляй-Поле носило звание столицы анархии и центра свободного государства. Сейчас это провинциальный райцентр Запорожской области, где хорошо запомнили своего уроженца. Современный городской совет городка – это бывшая штаб-квартира батька, а практически каждое старое здание тем или иным образом связано с ним. К сожалению, сейчас село пострадало от российских обстрелов. Каменец-Подольский. Город привлекает средневековым замком. Но важно знать, что это столица Украины в прошлом.
С марта 1919 года до ноября 1920 года Каменец-Подольский был столицей Украинской Народной Республики. Конечно, это далеко не все столицы Украины. Их можно по-разному считать, но одно известно точно: они вошли в историю нашей страны, и этого уже не забыть. Исходя из данной подборки, можно сделать вывод, что перенос столицы Украины – дело нередкое. Найти населенный пункт, который хотя бы раз был столицей, можно в разных уголках страны. Путешествуйте с нашим каналом Моторный Лайф и открывайте Украину с разных сторон.